Привет. Эяре мой. Снова с вами Тэхён и Чингук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От последних новостей до трогательных моментов. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите кнопку подписки и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. Эяре мой, вы к этому не готовы. Через несколько мгновений после того, как Ви был официально подтвержден для участия в масштабном мероприятии в Лос-Анджелесе, произошло то, чего никто, абсолютно никто, не ожидал. Камеры запечатлели реакцию Чингука в реальном времени, и интернет взорвался за считанные секунды. Его выражение лица, его молчание, то, как он на мгновение опустил взгляд, все это вызывает дрожь по всему фандому. Что он знает? Что он видел? И почему фанаты говорят, что это может изменить все между ними? Оставайтесь здесь, потому что то, что мы собираемся вам показать, уже сотрясает Эяре мой по всему миру. В тот момент, когда новость распространилась, весь фандом, казалось, вдохнул одновременно. Подтверждение участия Ви в крупном мероприятии в Лос-Анджелесе осветило каждую платформу, как внезапная вспышка молнии. Но не само объявление заставило Эяре мой волноваться. Это произошло через несколько секунд, когда Чингук вышел в прямой эфир, совершенно не подозревая, что миллионы людей смотрят на него именно в тот момент, когда уведомление высветилось на его экране. Он замолчал на полуслове, его глаза застыли на долю секунды, а слабое свечение телефона отразилось в его зрачках. В воздухе витало что-то невысказанное, что-то напряженное, электрическое, наполненное тяжестью воспоминаний и неизведанных эмоций. Чат прямого эфира мгновенно обезумел, умоляя его сказать что-нибудь, объяснить, отреагировать более четко. Но Чингук только тихо выдохнул, его губы сжались так, как он привык делать, когда пытался контролировать что-то глубокое внутри. Он откинулся назад, на мгновение уставившись в пространство, как будто его мысли унеслись куда-то далеко за пределы комнаты, в которой он находился. Возможно, он думал обо всем, через что они прошли, ночные разговоры, тихое понимание, которое, казалось, было только у них двоих, годы, проведенные бок о бок, строя то, что никто другой никогда не сможет полностью постичь. Или, может быть, он думал о том, что значит это мероприятие. Почему сейчас? Почему там? Почему такое внезапное и громкое появление Тэхёна после недель молчания и тайны? Его пальцы постукивали по бедру, беспокойное движение, которое он редко проявлял, если только его не тянуло что-то изнутри. Комментарии проносились мимо тысячами в секунду. Тем не менее, Чингук почти не моргнул. Только когда один из фанатов прямо упомянул имя Ви, уголок его рта тронула маленькая, почти невидимая улыбка. Она не была игривой или дразнящей. Она была мягкой, почти ностальгической, как будто новость всколыхнула в нем что-то личное, что-то, о чем он не был готов говорить, но и не мог скрыть. Он попытался продолжить, сменив тему разговора, поправив толстовку, даже потянувшись за бутылкой воды, чтобы отвлечься. Но все это почувствовали. Сдвиг, искра, момент без охраны, который раскрыл больше, чем любые слова. И как раз, когда фанаты думали, что он проигнорирует это полностью, Чингук посмотрел прямо в камеру. По-настоящему посмотрел, и на секунду показалось, что он говорит, не говоря ни слова. Его голос был спокоен, когда он, наконец, произнес «Лос-Анджелес, да». Но под поверхностью в тоне звучали слои. Любопытство, предвкушение, что-то более теплое, что-то более тяжелое. Чат взорвался заглавными буквами, эмодзи, теориями заговора и эмоциональными срывами. Но Чингук не стал вдаваться в подробности. Он просто позволил тишине повиснуть между ним и зрителями. Тишина, которая почему-то сказала больше, чем могло бы сказать любое полное объяснение. Затем он хихикнул, мягкий смешок, который только еще больше вверг Эяре мой в хаос, как будто он точно знал, что делает, точно знал,
как фанаты отреагируют на этот крошечный сдвиг выражения лица. Но прежде чем кто-либо смог спросить больше, он снова отвернулся, его челюсть слегка напряглась. И на протяжении всего оставшегося прямого эфира он не мог избавиться от отстраненного взгляда в глазах. Это был взгляд человека, думающего о ком-то другом. О ком-то, кто был достаточно важен, чтобы украсть его внимание, даже не находясь там. Чего никто не ожидал, так это того, что произошло после окончания эфира. Через несколько мгновений фанаты с орлиным глазом заметили, что Чингук снова ненадолго появился в сети, тихо просматривая официальный пост об объявлении мероприятия Тэхёна. Одно действие, но оно повергло фандом в полный срыв. Почему он проверил его немедленно? Почему он так долго оставался на странице? И почему, по всем данным, он полностью исчез из социальных сетей сразу после этого? Поползли слухи. Планировал ли Чингук тоже поехать в Лос-Анджелес? Происходило ли что-то за кулисами? Или эта реакция была чем-то более глубоким, чем-то личным, что годами молча назревало между ними? Ясно стало одно. Что бы ни значило предстоящее появление Тэхёна в Ля, оно пробудило в Чингуке нечто, что он не смог полностью скрыть. И ARMY могли это почувствовать. Сдвиг в воздухе, искра напряжения, ощущение, что разворачивается нечто большее, что-то связанное, эмоциональное и невозможное игнорировать. И это было только начало. В последующие часы интернет превратился в бурю теорий. ARMY соединяли вместе клипы крошечных реакций Чингука, его смягченных глаз, его угасающие улыбки, то, как его голос понижался, когда он говорил «ля, да». И вскоре эти секунды стали центральным элементом повествования, которое никто не мог игнорировать. Это было уже не просто воображение фандома. Произошло нечто реальное, и все это почувствовали. Даже СМИ начали подхватывать это, спрашивая, намекает ли тонкое изменение в поведении Чингука на нечто большее, чем просто удивление. Тем временем, по всему миру, Тэхён оставался в молчании. Никаких постов с реакцией, никаких ответов, никаких закулисных кадров. Только официальное объявление от организаторов мероприятия служило доказательством того, что он готовится к чему-то монументальному. Но молчание Тэхёна никогда не было обычным. Всякий раз, когда он умолкал, под поверхностью происходило нечто значимое. И давние фанаты это знали. Именно эта тишина, спокойная, но тяжелая, подливала масло в уже бушующие теории. Поздно вечером появилась новая часть доказательств. Сотрудник мероприятия в Ля вскользь упомянул в сети, что расписание Тэхёна было спланировано за несколько месяцев вперед, и что он был особенно осторожен в отношении определенных деталей. ARMY немедленно сфокусировались на этой фразе. Какие детали? Почему осторожен? Был ли замешан кто-то еще? Спекуляции стали настолько интенсивными, что организаторы мероприятия тихо удалили комментарий, только усилив подозрения фанатов. Чингук, однако, не появлялся снова. Его аккаунт в социальных сетях оставался темным. Никаких прямых эфиров, никаких фотографий, даже лайков. Внезапное молчание от него, наступившее сразу после новостей о Тэхёне, было слишком сильным, чтобы его игнорировать. Некоторые фанаты говорили, что он занят. Другие шутили, что он тайно бронирует рейс. А некоторые шептались, что, возможно, он осмысливает что-то более глубокое, что-то, что он не ожидал почувствовать так интенсивно. Но где-то в ранние утренние часы, когда большинство фанатов заснули, начала циркулировать одна размытая фотография. Водитель в частном терминале в Сеуле опубликовал изображение, быстро удаленные, мужчины со знакомой осанкой, знакомыми плечами, знакомой стойкой, садящегося в ночной автомобиль с тонированными стеклами. Подпись гласила только «Неожиданный пассажир направляется в заграничный рейс в последнюю минуту». Конечно, интернет взорвался. Силуэт был слишком похож на Чингука. Телосложение,
прическа, даже то, как он нес свою сумку. ARMUI увеличивали, обостряли изображение, сравнивали ракурсы, и те, кто был уверен, начинали кричать в пустоту. Те, кто сомневался, все же признавали, что эта возможность вызывала у них мурашки. Тем временем имя Тэхёна начало одновременно входить в тренды с Чингуком, редкое, но не незнакомое сочетание. Их имена снова были связаны. Не через официальное объявление, не через выступление, а через что-то более тихое, что-то более интимное. Реакции, молчание и череда совпадений, которые больше не казались совпадениями. К восходу солнца фанаты снова проснулись, ожидая любых обновлений, любых подсказок, которые могли бы раскрыть, находится ли Чингук на пути в Лос-Анджелес, знал ли об этом Тэхён, или просто вселенная играла с сердцами миллионов. Но в глубине души все это чувствовали. Что-то назревало, что-то невысказанное, но мощное. Что-то, что началось с одного взгляда на экран телефона и теперь распространялось по континентам, стягивая невидимую нить, которая, казалось, притягивала Чингука и Тэхёна ближе каждый раз, когда мир наблюдал. И в тишине между этими моментами, где ни одна камера не могла видеть и ни один прямой эфир не мог запечатлеть, разворачивалась история, которую ни один из них не признал публично, но которую стало невозможно скрыть. Пока мир гудел от теорий, солнце скрылось за горизонтом, окутав Лос-Анджелес мягким золотом, которое отражалось от окон высотных зданий и широкой полосы пустых улиц, готовящихся к масштабному мероприятию. Место проведения уже было окружено рано прибывшими фанатами, некоторые из которых расположились лагерем с баннерами, другие снимали обновления для своих каналов. Воздух наполняло возбуждение, но под ним было странное предвкушение. Как будто все чувствовали, что это событие будет другим, что вот-вот произойдет нечто неожиданное. Вернувшись в Сеул, отсутствие Чингука само по себе стало загадкой. Его молчание длилось весь день, заставляя фанатов волноваться. Даже близкие к нему участники не публиковали ничего необычного. Никаких ключей, никаких намеков. Как будто все вокруг него внезапно погрузились в скоординированную тишину. И в этой тишине росло определенное напряжение, такое, которое оседает в промежутках между неотвеченными вопросами. Но на краю этой тишины что-то, наконец, треснуло. Фанат, работавший в аэропорту Инчхон, анонимно поделился небольшой деталью, которая снова вызвала шок в фандоме. Частный рейс вылетел раньше запланированного с пассажиром, личность которого не была указана публично. Само по себе это мог быть кто угодно. Но деталь, которая привлекла всеобщее внимание, была пункт назначения – Лос-Анджелес. И время отправления идеально совпадало с тем, когда была сфотографирована размытая фигура, входящая в частный терминал. Скриншоты разлетелись, как лесной пожар. Темы взорвались. Люди начали отслеживать частные самолеты, сравнивать схемы полетов, рассчитывать время прибытия. Но никто не мог ничего подтвердить, потому что самого Чингука никто не видел. Он исчез так, как может исчезнуть только кто-то очень опытный с камерами и толпами. Тихо, эффективно, без единого следа, кроме волн, которые он оставил после себя. Тем временем, по слухам, Тэхён уже прибыл в Лос-Анджелес. Нечеткое видео, снятое фанатами на парковке аэропорта, показало, как роскошный автомобиль отъезжает с пассажиром на заднем сиденье, чье лицо было полностью скрыто под капюшоном. Этого было недостаточно, чтобы что-либо доказать, но время совпало идеально. И фанаты, знавшие походку Тэхёна, поклялись, что это он. Но что действительно повергло все в хаос, так это то, что произошло всего за несколько часов до мероприятия. Заметили, как сотрудник корректировал список доступа за кулисы, пролистывая ламинированные карточки с именами исполнителей, VIP-персон, прессы и сотрудников. Фанату с «орлиным глазом» удалось снять 3-секундный клип, прежде чем служба безопасности вмешалась. И хотя видео было шатким, одно имя выделялось, написанное жирными черными чернилами.
Интернет замер прямо там, достаточно долго, чтобы сделать скриншот. Это было имя, которое все узнали мгновенно. Не Тэхёна. Его имя ожидалось. Это было имя Чингука. Клип был удален через несколько мгновений. Аккаунт сотрудника стал приватным, но к тому времени ущерб был нанесен. ЭРМУАЙ были в абсолютном недоверии. Некоторые кричали, некоторые плакали, другие настаивали, что им нужно больше доказательств. Но сама возможность, идея, была достаточной, чтобы отправить фандом в такое безумие, какого не было месяцами. Если Чингук действительно был в списке за кулисами, это означало, что он не просто присутствовал. Он был вовлечен. А если он был вовлечен, значит, это не совпадение. Это не случайность. Это была не просто реакция, пойманная на камеру. Это было нечто спланированное, нечто преднамеренное, нечто, что они хранили в секрете. Фанаты начали собирать воедино более старые детали. Загадочные посты Тэхёна, внезапные исчезновения Чингука, необъяснимые пробелы в их расписаниях. Теперь все казалось связанным. Каждый момент за последние несколько недель внезапно приобрел новый смысл, как будто кусочки головоломки, наконец, встали на свои места. Когда наступила ночь и огни площадки Ля осветили горизонт, фанаты собрались плечом к плечу, держа лайтстики и баннеры, скандируя имя Тэхёна. Воздух вибрировал от волнения. Но внутри этого электричества был тихий вопрос, который никто не осмеливался озвучить слишком громко, но о котором все думали. Если Тэхён здесь, если Чингук может быть здесь, то что они планируют? И что еще более важно, почему они скрывали это до сих пор? Грядет что-то огромное, что-то эмоциональное, мощное и превосходящее все, что ожидал фандом. И по мере того, как обратный отсчет мероприятия приближался к нулю, мир затаил дыхание, потому что следующий момент мог изменить все. Внутри площадки атмосфера сменилась с громкого возбуждения на своего рода дрожащее предвкушение. То, что заставляет людей задерживать дыхание, не осознавая этого. Сотрудники спешили за кулисы, неся чехлы с одеждой, кейсы с оборудованием и осветительные установки. Эхо шепота разносилось по тусклым коридорам, полным последних изменений, обновленных инструкций и техой срочности. Что-то в энергии ощущалось по-другому. Не хаотично, а скорее так, как будто готовилось что-то важное. То, чего не было в официальном расписании. Гардеробная Тэхёна охранялась службой безопасности. Но несколько сотрудников, несущих наборы для макияжа, быстро проскользнули внутрь. На долю секунды, прежде чем дверь закрылась, кто-то мельком увидел его в зеркале. Спокойный, собранный, одетый в темный наряд, который подходил ему слишком идеально, чтобы быть случайным. Его стилист поправил воротник, пока Тэхён снова смотрел на свой телефон. Его большой палец постукивал по экрану, как будто он ждал сообщения или искал его. Затем он едва улыбнулся. Маленькая, тихая улыбка, которая, казалось, была предназначена не для кого-то другого в комнате. И никто не знал, что ее вызвало. Никто не осмеливался спросить. Тем временем, за пределами площадки, толпа прижималась к баррикадам, пока слухи становились громче. Фанаты отчаянно обновляли каждую страницу с обновлениями, каждый трекер рейсов, каждый источник, который они могли найти. И тут, когда все казалось на грани, кто-то загрузил шаткий клип, который мгновенно взорвался в социальных сетях.